Глава 436. Еще одна встреча с фиолетовой духовной феей. Хань Ли не сомневался в том, что слова костяного мудреца были правдой. В конце концов, дворец звезд на протяжении стольких лет господствовал в области моря рассеянных звезд, так что было очевидно, что они использовали определенные трюки для сохранения своего господства. И, конечно же, они пришли сегодня не просто так. Скорее всего, у них были свои планы. С этой мыслью глаза Хань Ли сверкнули холодным светом. Хотя он и не ответил костяному мудрецу, он тут же стал более бдительным в отношении двух стариков в белом. В следующий момент два старика в белом погрузились в медитацию. Они закрыли глаза и больше не произнесли ни слова. Это продолжалось 3 дня. Однако за это время прибыло только 4 новых культиваторов. Ни один из них не был культиваторами стадии зарождающейся души. Утром 4-го дня произошло нечто неожиданное. По всему залу раздался грохот. Внезапно появилась белая каменная дверь, шириной во весь зал. Когда ворота открылись, оттуда вышел слой белого тумана. Это было очевидным признаком наличия грозных ограничительных заклинаний. Вскоре изнутри этих ворот послышался грохот. У некоторых культиваторов выражения на лицах стали тревожными. Но при виде того, что лица у культиваторов стадии зарождающейся души были спокойными, они почувствовали облегчение. В этот момент два старика в белом из Дворца звезд спокойно открыли глаза и встали. Другие культиваторы в зале в замешательстве посмотрели на них. Культиваторы стадии зарождающейся души также посмотрели на них. Двое спокойно подошли к передней части зала. Пока они шли, конец зала слегка задрожал, в результате чего из стен выступило несколько каменных плит, засиявших ослепительным белым сиянием. Под удивленными взглядами всех присутствующих внезапно появилась транспортная формация шириной в 3 метра. Множество культиваторов видели ее первый раз в жизни и поэтому пришли в восторг при виде ее. Два старика в белом подошли к транспортной формации и поклонились, а затем осмотрели ее. Спустя некоторое время они переглянулись между собой и кивнули. С этой транспортной формацией все в порядке. С ее помощью вы сможете попасть во внешние залы небесного зала. Будьте осторожны, сказав это, оба старика вошли в транспортную формацию и исчезли 2 вспышками света. После этого другие культиваторы в зале бессознательно переглянулись между собой, придя в смятение. Но, не дожидаясь какой-либо реакции, Ван Тиньминь вместе со своими товарищами спрыгнули с нефритового столба и без колебаний направились в транспортную формацию, исчезнув 3 вспышками света. Пока другие отреагировали, те, кто был поблизости, тут же бросились вперед. Внезапно транспортная формация начала постоянно мигать. В мгновение ока в зале осталось меньше половины всех культиваторов. Костяной мудрец внезапно вышел из толпы. Глаза Хань Ли вспыхнули странным выражением. Он невольно взглянул на великого мастера Цзень Иня и увидел, что тот наблюдал за ним. Испугавшись, Хань Ли тут же отвел свой взгляд с большим волнением в своем сердце. Казалось, что великий мастер Цзень Инь совершенно не собирался так легко отпускать его. Хань Ли с мрачным выражением встал и вышел вперед. Когда великий мастер Цзень Инь увидел действия Хань Ли, его губы изогнулись в странной ухмылке. Вучжоу, который стоял поблизости, увидел это и невольно спросил: «Преподобный предок, похоже, вы очень заинтересовались этим мальчиком. В нем есть что-то необычное. Вучжоу на самом деле это было очень любопытно». «Этот человек, может, окажется для меня очень полезным», ответил Цзень Инь, слегка покачав головой, словно не желая рассказывать об этом Вучжоу. Тот, который всегда пользовался доверием Цзень Иня, был озадачен. В этот момент конфуцианец Лэй Мин Цинь и слегка кашлянул и сказал: «Нам пора». В зале осталось мало людей. Цзень Инь еще раз оглянулся на оставшихся в зале и ответил с легкой улыбкой: «Конечно. Если мы не поторопимся, транспортная формация исчезнет. И появится только через месяц». Сказав это, Цзень Инь превратился в черное облако и унес Вучжоу вместе с собой. Когда Лэй Мин Цинь и Мэн Хуцзы увидели это, они также покинули свои столбы и исчезли в формации. Красивая женщина последовала их примеру, не желая оставаться в числе последних. Как только Хань Ли вошел в транспортную формацию, он сразу же появился над маленьким, лысым холмом. Оглянувшись, он удивился. Неподалеку от него было только несколько культиваторов, и больше никого не было видно. Внезапно одна из женщин-культиваторов увидела Хань Ли. Казалось, она была приятно удивлена. Фиолетовая духовная фея подошла к Хань Ли с сияющей улыбкой. Мужчина-культиватор, с которым она была в зале, очевидно, был доставлен в неизвестное место. Хань Ли горько улыбнулся такой удаче, поскольку это могло повлечь за собой неприятности.
Двое других культиваторов, которые также были поблизости, это были старик в сером и мужчина в маске и в черном халате. Вокруг мужчины в черном халате расстилался темно-зеленый туман. Очевидно, он был культиватором дьявольского да. Оба они стояли поодаль друг от друга, словно были друг другу неприятны. Поскольку фиолетовая духовная фея направлялась к Ханьли, это привлекло внимание этих двоих, в результате чего они невольно стали оценивать его. Взгляд старика был более дружелюбным, и он улыбнулся Ханьли. У культиватора дьявольского да в черной одежде взгляд оставался холодным. В этот момент фиолетовая духовная фея уже подошла к Ханьли и спросила с легкой улыбкой на лице: «Я не ожидала увидеть старшего здесь. Кажется, мне придется побеспокоить старшего Ханьли, чтобы немного позаботиться обо мне. В противном случае мне будет очень сложно пройти через это испытание». Сказав это, фиолетовая духовная фея закрыла губы, несколько смутившись. Ханьли нахмурился и не сразу ответил. Спустя мгновение он с сомнением спросил: «Уровень культивации фиолетовой духовной феи значительно продвинулся с нашей последней встречи. Поздравляю вас с достижением поздней стадии формирования ядра. Но почему вы здесь? Это место действительно опасно. В конце концов, даже культиваторам стадии формирования ядра будет трудно выжить в небесном зале». Хотя у Ханьли не было большой осведомленности относительно небесного зала, он прекрасно понимал всю серьезность опасностей, таившихся внутри. Услышав вопрос Ханьли, красивое лицо фиолетовой духовной феи стало мрачным, и она ответила беспомощным тоном: «Я совершенно не хотела приходить сюда. Как вы видите, я нахожусь в стадии фальшивого ядра, и я хочу как можно скорее войти в стадию формирования ядра. Однако моих собственных способностей недостаточно для этого. Духовные таблетки также не оказывают должного эффекта в моей культивации. Фактически, мне пришлось заплатить огромную цену, чтобы купить фрагмент карты небесного зала, поэтому я смогла добраться до сюда, чтобы испытать мою удачу. В конце концов, я слышала, что в небесном зале множество лекарственных растений. И если небеса присмотрят за мной, я смогу их найти, чтобы затем усовершенствовать их них другие духовные таблетки, которые смогут оказать большее влияние на формирование ядра. Кроме того, я решила пройти только первое испытание. Со вторым я даже не буду пытаться». Договорив это, настроение у фиолетовой духовной феи слегка улучшилось. Ханьли внутренне вздохнул и замолчал. Если бы он не практиковал технику революции трех сущностей и технику великого развития и обладал таким количеством духовных таблеток, которые значительно повысили его шансы на формирование ядра, он подозревал, что его собственные шансы на вхождение в стадию формирования ядра были бы даже ниже, чем у фиолетовой духовной феи. Так что Ханьли отлично понимал ее чувства. Немного подумав, он взвесил все за и против. Поскольку она не только дала ему небесный сверкающий бамбук, но и ежегодно посылала ему определенное количество камней, он определенно был у нее в долгу. Так что это была отличная возможность покрыть свой долг. Таким образом, выражение лица Ханьли смягчилось, и он сказал с равнодушным тоном: «Поскольку я могу путешествовать вместе с фиолетовой духовной феей, естественно, я могу о вас позаботиться. Однако, если мы столкнемся с какой-то безвыходной ситуацией, вам лучше бы придумать план отступления. Большое спасибо, старший Хань. Я все прекрасно понимаю и обещаю не быть вам обузой». Когда она услышала согласие Ханьли, его глаза радостно засияли. Вскоре после этого Ханьли понял, что, глядя на нее, он терял самообладание и поспешно отвернул голову. Больше он не осмеливался поворачиваться к ней. Глава 437. Плачущий духовный зверь. Хотя эта женщина не была невероятно красивой, но ее улыбка была потрясающей. Ханьли был потрясен. Если бы не его техника великого развития, он бы не смог устоять перед чарующей техникой этой женщины. Но то, что он мгновение назад был сконфужен, было по-настоящему. Ханьли внутренне пробормотал про себя, прежде чем снова взглянуть на фиолетовую духовную фею. Молодая женщина также пришла в свое обычное состояние. Ее техника исчезла без следа. Пока Ханьли еще немного пребывал в прострации, старик в сером подошел к нему. «Я один из культиваторов острова Небесной горы, Гэли. Могу ли я узнать ваше имя, господин и госпожа Даосы?» Старик с большой вежливостью протянул руку и поздоровался с ними. Ханьли на какое-то время колебался, а затем ответил с улыбкой: «Я Ханьли. Эта женщина — фиолетовая духовная фея из секты изысканного звука». Старик был спокоен, услышав имя Ханьли. Но как только он услышал слова «секта», «изысканного звука» и «фиолетовая духовная фея», он невольно удивился. «Я наслышан о великой репутации секты изысканного звука и фиолетовой духовной феи. Но я никогда не ожидал, что на самом деле смогу встретиться с вами.
Вот это случайность. Было видно, что старик на самом деле был удивлен этой встрече, но красота феи не соответствовала его ожиданиям. Фиолетовая духовная фея также заметила это, но не подала виду, а просто улыбнулась в ответ. Однако этот старик тоже не был обычным человеком. Его выражение тут же вернулось к нормальному, когда он обратился к Ханьли с улыбкой. «Поскольку мы вместе прибыли сюда через транспортную формацию, может, объединим наши усилия и будем путешествовать вместе?» В конце концов, через логово мстительных призраков не так просто пройти. Я слышал, что многие культиваторы стадии формирования ядра были поглощены призраками на этом испытании, что от них даже не осталось костей. Когда Гэли сказал последнюю фразу, его выражение бессознательно стало серьезным, как будто он много знал о небесном зале. Когда Ханьли услышал слова «логово мстительных призраков», он перевел свой взгляд вдаль. Примерно в 40 метрах от их небольшой скалы можно было только различить густой серый туман, который казался бесконечным. Оттуда доносились порывы ветра, сквозь которые можно было различить вопли и крики. Те, кто услышал это, невольно затрепетали от страха. Призрачный туман блокировал прилегающий к нему холм слоем белого света, который окружал его. В противном случае Ханьли и остальные уже бы давно сражались с призраками, принесенными туманом, вместо того, чтобы вести такую неторопливую беседу. При виде этого Ханьли поднял голову и посмотрел вверх. Расстилающийся туман, казалось, что-то скрывал, но Ханьли понимал, что это нисколько не напоминало главный зал. Это было больше похоже на пустынную деревню. В этот момент фиолетовая духовная фея вмешалась в разговор и с сильным волнением заговорила. Я также слышала, что это первое испытание логова мстительных призраков сначала было не так уж сложно. Но по мере того, как все большее число культиваторов попадало в призрачный туман, он, в свою очередь, становится все более опасным. Тяжелое негодование, которое носили те упавшие культиваторы, превратило их в злых духов после смерти. Они ненавидят всех живых культиваторов, которые пришли бросить вызов залам. Я слышала, что они настолько неумолимы, что не прекращают свое преследование до тех пор, пока их жертва не умрет. Это приводит к смерти множества культиваторов каждый раз, когда небесный зал открывается. Кроме того, я слышала, что во время предыдущего открытия небесного зала группа культиваторов в логове мстительных призраков видела вполне разумного короля-призрака. В результате вся группа погибла, за исключением одного. Король призраков. Ханьли почесал себя под подбородку, будучи слегка удивлен. Хотя он не полностью понимал различия в культивации среди призраков, он знал, что король призраков среди злобных духов определенно был эквивалентен культиватору на поздней стадии формирования ядра. Видя, что Ханьли все пребывал в задумчивости, Гэли продолжил: хотя нет большого шанса встретиться с этим королем призраков, было бы безопаснее путешествовать вместе. Хотя я и стар, но у меня нет никакого желания погибать здесь и тоже становиться призраком. Старик попытался прикинуться дурачком. Когда фиолетовая духовная фея услышала это, она промолчала. Поскольку она была очень умна, она понимала, что он предложил сотрудничество не ей, а Ханьли, поскольку она была культиватором стадии заложения фундамента. Ей ничего не оставалось, кроме как прислушаться к решению Ханьли. Ханьли улыбнулся старику. Он не стал сразу отвечать ему, а вместо этого взглянул на культиватора в черном и сказал: «А разве Даос Гэ не собирается спросить его? Разве он не хочет сотрудничать?» Когда Ханьли упомянул о мужчине в черном, лицо Гэли сразу стало неприглядным. Немного поколебавшись, он презрительно фыркнул: «ХМФ. Не говорите об этом дьявольском Даосе». Когда я закончил свою телепортацию, я с радостью предложил ему сотрудничество, а он сказал мне проваливать. Если бы он был добрым, он бы никогда так не сказал. Разгневанно проговорил он. Ханьли замолчал и почувствовал некоторый интерес к этому мужчине в черном. Он повернул голову в сторону культиватора дьявольского Да и крикнул: «Не заинтересован ли господин Даос в сотрудничестве для достижения общей цели? Если мы объединимся, у нас может быть больше шансов выжить, если мы столкнемся с королем призраков». Хотя голос Ханьли был негромким, культиватор дьявольского Да легко мог его слышать. Но, услышав его, он просто взглянул на них с холодным выражением на лице, а затем равнодушно отвернулся, игнорируя предложение Ханьли. «Господин Хань, я не ошибся насчет его. Этот человек сам не знает, что хорошо для него. Давайте объединимся втроем». Казалось, он был оскорблен предыдущим отказом и принял это близко к сердцу. Ханьли слегка улыбнулся, но прежде чем он успел что-то сказать, фиолетовая духовная фея вскрикнула удивленно. Ханьли посмотрел в направлении ее взгляда и увидел, что человек черным шагнул в призрачный туман, словно желая пройти это испытание в одиночку. Ханьли и двое других смотрели на него в изумлении. Но вскоре после этого Гэли презрительно усмехнулся.
этот человек действительно ищет смерти. Хань Ли не обращал внимания на насмешки старика, а вместо этого пристально следил за каждым движением мужчины в черном. Он не считал, что этот человек был самоубийцей. Казалось, что у него был какой-то собственный метод. Мужчина в черном подошел к границе между белым световым барьером и призрачным туманом и спокойно поднял рукав. Луч зеленого света выстрелил и приземлился перед ним. Это был духовный зверь, напоминавший обезьяну. Эта маленькая обезьяна была всего около фута высотой со слегка светящимся темно-зеленым мехом. Нос ее был довольно большим и выпуклым, занимая при этом целую половину его роста. Она выглядела действительно странно. Хань Ли был поражен ее внешним видом, но никак не отреагировал. Но когда старик увидел это, он крикнул, сильно изменившись в лице. «Это плачущий духовный зверь. У него на самом деле есть такой зверь». Неудивительно, что он был таким высокомерным, старик был в шоке. У фиолетовой духовной феи на лице было аналогичное выражение, когда она увидела маленькую обезьяну. Хань Ли нахмурился и спросил, плачущий духовный зверь. Какой это за странный зверь? Почему я никогда не слышал об этом раньше? Слова Хань Ли вернули фиолетовую духовную фею в чувство. Затем она поспешно дала Хань Ли объяснение, плачущий духовный зверь — это не духовный зверь, который приходит в этот мир естественным образом. Это живое существо, созданное сектой секрет дьявольского Да из духовного зверя и демонической души. Хотя он обычно не имеет большого значения, он обладает врожденной способностью поглощать призраков. Независимо от того, что это за призрак, он поглотит его с помощью своего большого носа. Они поистине грозные, восхищением проговорила фиолетовая духовная фея. Потом тон ее изменился, и она мягко вдохнула. Однако что? Хань Ли был раздражен ее внезапной остановкой. Когда Гэли посмотрел на исчезающую фигуру мужчину в черном, он сказал со сложным выражением, однако техника создания этого зверя принадлежит только этой секте секрет. Это запретная техника, у которой велики шансы на провал. Говорят, что зверь появляется перед Великой войной в мире культивации. Появляется только перед Великой войной в мире культивации. Хань Ли усмехнулся, а затем сказал. Даже тогда, когда его никто не видел, область моря рассеянных звезд уже была в хаосе. Неужели вы верите, что этот зверь может привести к катастрофе? Глава 438. В призрачном тумане. Хотя Хань Ли шел по пути бессмертия, он не верил в судьбу. Он считал, что культивация — всего лишь способ достижения вечной жизни. Если бы перед ним предстали настоящие бессмертные, он проявил к ним великое почтение, но он не стал бы служить им. Фиолетовая духовная фея и Гэли были ошеломлены в ответ на грубые слова Хань Ли. Честно говоря, именно об этом подумал не только Хань Ли. Большинство культиваторов считали плачущего духовного зверя не более чем слухами. Кто угодно бы подумал так же, как Хань Ли. В конце концов, судьба и предопределение были только в их сердцах. В этот момент человек в черном вошел в призрачный туман вместе с плачущим духовным зверем и полностью исчез из их поля зрения. Хань Ли слегка улыбнулся и сказал: «Идемте. Поскольку есть кто-то, кто хочет разведать нам путь, не стоит быть такими неуважительными». Что это значит, Даос Хань? Казалось, старик Гэли только делал вид, что не понимает его. Конечно, на самом деле он все понимал, иначе бы не согласился сотрудничать с ним. Однако он с презрением смотрел на мужчину в черном. Теперь он не мог воспользоваться его преимуществом, это бы была потеря лица в глазах других. Поэтому ему ничего не оставалось, кроме как прикинуться, что он был в замешательстве, заставляя взять на Хань Ли инициативу к действию. Когда Хань Ли услышал слова старика, он хитро улыбнулся ему. Затем он безмолвно посмотрел туда, куда отправился мужчина в черном, и последовал за ним. Естественно, что фиолетовая духовная фея последовали за ним без колебаний. Сначала Гэли был ошеломлен при виде этого, но вскоре и он последовал за ними. Когда светло-серый призрачный туман почувствовал, что в него вошли люди, он словно ожил и тут же начал к ним приближаться. Если обычные смертные столкнулись с этим туманом, они бы мгновенно лишились всей своей крови, превратившись в мумии. Более того, их души бы стали частью призрачного тумана. Однако, поскольку Хань Ли и другие двое были культиваторами, они не боялись этого тумана. Каждый окутал свое тело своим собственным защитным барьером. Гэли поднял руку и выпустил маленький, огненно-красный зонтик. Он поднялся на 3 метра вверх над стариком и окутал его красным лучом света. Когда призрачный туман коснулся этого красного света, он словно задымился, а из него послышался вой призраков. Призрачный туман, словно разумное существо, больше не осмеливался приближаться к старику.
Фиолетовая духовная фея выпустила 4 шара размером с кулак, которые вращались вокруг ее тела, создавая движущуюся границу шириной в 3 метра. Граница была белым, искрящимся квадратом, который отражал малейшее приближение призрачного тумана к ней. Однако самый странный защитный метод был у Ханьли. Его тело испускало странное лазурное свечение, хотя он не использовал никаких магических инструментов или сокровищ. Когда призрачный туман приблизился к телу Ханьли, несколько световых лучей выстрелили в него, превратив туман в угасающий дым. Эта странная сцена поразила других двоих, но никто не решился расспрашивать его об этом. Фиолетовая духовная фея невольно вспомнила о небесном светящемся бамбуке, однако она не была в этом уверена. Ханьли шел впереди всех, как если бы старался привлечь к себе внимание. Однако это было не потому, что он хотел стать героем, а потому, что призрачный туман заполнил всю площадь. Поскольку не было бы никакой разницы, даже если бы он шел сзади, он решил пойти впереди и быть готовым отразить любую опасность. Что касается световых лучей, то это было всего лишь результатом использования ци-облачных бамбуковых мечей для защиты своего тела. Используя божественную способность защитного меча своего искусства владения лазурным мечом, он смог использовать на мощь своего летающего меча, не выпуская свои магические сокровища. Это была техника, которую Ханьли понял совсем недавно. Благодаря призракоотталкивающим свойствам золотого молниеносного бамбука призрачный туман не представлял ему никакой угрозы. Конечно, Ханьли не собирался использовать всю мощь золотого молниеносного бамбука, в результате чего молнии были слабыми. Именно поэтому он не боялся того, что другие узнают о золотом молниеносном бамбуке. Кроме того, он также выпустил свое чрезвычайно мощное духовное чутье, как только вошел в призрачный туман, чтобы всегда быть готовым к любым опасностям. В конце концов, они не могли видеть сквозь густой призрачный туман своими глазами. Однако следы мужчины в черном было легко увидеть. Он оставил 3-метровый след гораздо более тонкого тумана. Это было так очевидно, они могли следовать за ним, опираясь только на свое зрение. Хотя было неизвестно, было ли это вызвано техникой мужчины в черном или плачущим духовным зверем, Ханьли это не волновало. Ему просто не хотелось думать об этом. Чем свирепее был этот плачущий духовный зверь, тем лучше было для них. Безмолвно наблюдая за окружающим пространством, он осторожно шагал по ухабистой местности. Внезапно под ногами он почувствовал сырость, как будто воздух был очень влажным. Таким образом, они продолжали идти в течение неизвестного промежутка времени, не встречая какой-либо опасности. Но поскольку они невольно следовали за мужчиной в черном, цвет призрачного тумана постепенно становился темнее. Выражение лица Ханьли постепенно стало мрачным из-за этого, а затем он совсем нахмурился. Внезапно под ногами Ханьли раздался треск, и он невольно опустил голову. Фиолетовая духовная фея и старик с любопытством подошли к нему, чтобы посмотреть, что произошло. Ханьли прищурился, но вскоре его выражение лица стало нормальным. Он просто наступил на кучу костей. Скелет одет в одежду, которая была окружена слоем лазурного света, что выглядело совершенно необычно. Рядом с ним лежали обломки меча. Меч слегка сиял и, казалось, все еще обладал духовной природой. Это был культиватор, который упал здесь. В глазах Ханьли отразилось сияние меча, когда он покачал головой. Волшебное сокровище, которое спустя столько лет после смерти хозяина все еще обладало духовной природой, поистине впечатляло. Очевидно, что у этого культиватора был невероятно высокий уровень культивации. Но то, как этот культиватор выглядел сейчас, не вызывало ничего, кроме сожаления. Если те, кто идут по пути бессмертия, не будут осторожны, они не достигнут вечной жизни. Очевидно, что душа этого культиватора также стала частью этого тумана или превратилась в злой дух. Став духом, трудно было вернуться на путь реинкарнации. Думая об этом, Ханьли небрежно взглянул на двух других. Лицо фиолетовой духовной феи было серьезным, но когда она увидела, что Ханьли посмотрел на нее, она заставила себя улыбнуться. Выражение Гэли было довольно странным. Он долго смотрел на сияющую одежду, а затем внезапно щелкнул пальцем и бросил в останки огненный шар размером с яйцо. После контакта с останками огненный шар погас. Ох, это действительно он. Гэли поднял голову и пробормотал себе под нос с грустным выражением. «Вы его знали?» Равнодушно спросил Ханьли, глядя на скелет с поднятыми бровями. Фиолетовая духовная фея также проявила большое любопытство. «Кажется, это мастер Юй, которого я встречал несколько раз. Он вошел в стадию формирования ядра гораздо раньше меня. Его одежда была создана из столетнего ледяного шелка и отталкивала огонь. Вот почему мой огненный шар на нее не подействовал. Я слышал, что он вошел в небесный зал в момент его последнего открытия, но так и не вернулся.
Я не ожидал, что он упал сюда и, к сожалению, не смог пройти даже первое испытание. Гэли глубоко вздохнул. Хань Ли некоторое время молчал, а затем задал вопрос, который шокировал старика. Неужели уровень культивации и магическое сокровище мастера Юй было намного сильнее ваших? Гэли, казалось, понимал, что имел в виду Хань Ли. Он закрутил бороду на мгновение, а затем уверенно ответил: хотя мастер Юй был культиватором на ранней стадии формирования ядра, таким как я, в то время, стоит сказать, что он был в узком проходе, чтобы пробиться к средней стадии формирования ядра. Таким образом, его магическая сила должна быть намного больше, чем моя. Кроме того, он обладал редко встречающимся ледяным атрибутом, мутировавшим в духовные корни. Его искусство культивации льда также было намного выше моего. Что касается его магического сокровища, я не видел, чтобы он использовалось его в битве, так что тут не могу быть уверена, но вряд ли оно было слабее моего. Пока старик говорил это, его выражение становилось все более неприглядным. В этом случае поблизости должен быть грозный враг. Сначала я не чувствовал себя странно, поскольку мы следовали за плачущим духовным зверем, и поэтому нам не встречались какие-либо духи, кроме призрачного тумана. Похоже, не стоит ждать, что мужчина в черном и дальше будет прокладывать нам путь, сказал Хань Ли с торжественным выражением. Глава 439. Король призраков. Часть 1. Когда фиолетовая духовная фея услышала слова Хань Ли, ее лицо побледнело в одно мгновение. Старик молча смотрел на скелет, перемещая взгляд. Неизвестно, о чем он думал. Хань Ли огляделся и равнодушно сказал: поскольку здесь погиб культиватор на средней стадии формирования ядра, то, безусловно, поблизости находится свирепый призрак с ужасающей культивацией. Господин Даосга и фиолетовая духовная фея, насколько вы подготовлены к тому, что на вас могут напасть? Если вы решите повернуть, я не буду вас обвинять. Я пойду дальше в любом случае, с вами или без вас. Когда они услышали спокойный голос Хань Ли, они удивленно переглянулись между собой. Спустя какое-то время фиолетовая духовная фея сказала, очевидно, приняв окончательное решение: старейшина Хань. Даже если мне будет суждено здесь погибнуть от рук призрака, я не поверну. В противном случае у меня никогда шанса достичь стадии формирования ядра. В ее голосе звучала строгая решительность. Когда Хань Ли услышал это, он мысленно вздохнул с огорчением, а затем он взглянул на старика. Выражение Гэли постоянно менялось. Через некоторое время он уныло сказал: я пришел сюда в надежде заполучить несколько фруктов продления жизни, но я совершенно не хочу рисковать своей жизнью, чтобы приобрести их. Поскольку слишком опасность велика, я предпочту вернуться. В конце концов, спокойная смерть в медитации намного лучше, чем стать призраком и застрять здесь навечно. На лице старика был виден стыд. Затем он повернулся и ушел. Хань Ли безмолвно наблюдал за тем, как он исчезает в тумане. Фиолетовая духовная фея была разочарована. Из-за того, что ее группа потеряла культиватора стадии формирования ядра, опасность только увеличилась. Старейшина Хань, мы продолжим. Фиолетовая духовная фея взглянула на густой туман вокруг нее и с улыбкой обратилась к Хань Ли. Хотя ее предыдущие слова были наполнены решительностью, она сомневалась в том, сделала ли она правильный выбор. Теперь ее ум был обеспокоен этим. «Да», — спокойно сказал Хань Ли и еще раз взглянул на скелет. Взмахнув рукой, он поместил отталкивающую огонь одежду культиватора к себе в сумку для хранения. Фиолетовая духовная фея была удивлена и собиралась было что-то сказать, однако, немного подумав, решила промолчать. То, что Хань Ли сделал потом, удивило женщину еще больше. Хань Ли щелкнул пальцем и выпустил луч лазурного света, прорубив в земле отверстие глубиной в 3 метра, а затем смахнул туда кости и фрагменты волшебного сокровища и закопал. На лице у фиолетовой духовной феи было странное выражение, когда она увидела это. Хань Ли вдруг повернул голову и спокойно спросил, взглянув на нее: «Вас удивляют мои действия?» Немного поколебавшись, она честно сказала: «Да, немного». Хань Ли мягко улыбнулся и сказал: «Я похоронил его только потому, что я почувствовал, что я такой же культиватор, как и он, и наступит время, когда я умру и превращусь в груду костей. Я надеюсь, что когда умру, кто-нибудь наткнется на мое тело и похоронит меня». Однако его одежда была просто удивительной, поэтому я не мог похоронить их вместе с ним. Это можно считать компенсацией за похороны. Изумление женщины исчезло, но она что-то пробормотала про себя. В этот момент Хань Ли зашагал вперед. Когда фиолетовая духовная фея увидела это, она невольно еще раз взглянула на могилу и последовала за ним. «Фиолетовая духовная фея, знаете об истории Небесного зала? Не могли бы вы рассказать мне об этом?» — спросил у нее Хань Ли.
Взглянув на спокойное выражение лица Ханьли, ей стало немного неловко. Хотя он был только культиватором на ранней стадии формирования ядра, он был слишком спокоен в такой опасной ситуации. Это совершенно обескуражило ее. Однако это также успокоило ее, поскольку она почувствовала, что на Ханьли можно положиться. Вопрос Ханьли слегка напугал ее, но затем она ответила: небесный зал существует в области моря рассеянных звезд уже много лет. Каждые 300 лет он появляется в определенном месте и открывает проход в отдаленное, пустынное место в области моря рассеянных звезд, в котором полно сокровищ. Независимо от того, духовные ли это сокровища или техники культивации, их можно найти в этой пустынной области. Они появляются здесь загадочным образом. Поэтому каждый раз, когда зал открывается, в него приходят множество высокоранговых культиваторов в поисках сокровищ. Однако, механизмы небесного зала распределены по ограничительным заклинаниям. Чем ближе культиватор приближается к ядру внутренних залов, чем больше сокровищ, но тем выше опасность. Говорят, что предметы во внутреннем зале — настоящие сокровища небесного зала. Однако, чтобы получить их, нужно пройти 3 великих испытания. В противном случае нет никаких шансов добраться туда. За исключением культиваторов стадии зарождающейся души, небольшому количеству культиваторов удалось добраться туда без травм. В результате внутренние залы превратились в великую тайну для обычных культиваторов. Говоря все это, фиолетовая духовная фея пристально наблюдала за выражением лица Ханьли. Однако она была слегка разочарована, увидев, что выражение лица Ханьли ничуть не изменилось. Она почувствовала, что Ханьли был слишком необычен. Несмотря на то, что в небесном зале много сокровищ, разве их не должно становиться меньше с каждым открытием? Равнодушно спросил Ханьли. Неизвестно. Однако доступ в небесный зал ограничен определенным промежутком времени. Каждое из его сокровищ скрывает бесчисленные тайны. Хотя ни одно сокровище не является обычным предметом, их не становится меньше. Говорят, что любой, кому удается заполучить здесь 1 или 2 сокровища, считается весьма удачным. Обычно культиваторам не удается заполучить ничего, кроме нескольких духовных растений. Это зависит от вашей собственной удачи. В противном случае, во внутреннем зале бы уже давно не осталось никаких сокровищ из-за культиваторов стадии зарождающейся души, ответила фиолетовая духовная фея. Ханьли кивнул взволнованным выражением и промолчал. Он слегка ускорил свой шаг. Оба они продолжали следовать по следам мужчины в черном. Они были в пути такой промежуток времени, который бы понадобился, чтобы закончить обед, однако ничего страшного с ними все еще не произошло. В результате фиолетовая духовная фея немного расслабилась. Она решила, что злые духи пошли другим путем, именно поэтому они до сих пор не встретили ни одного. Но не успели эти мысли появиться в сознании фиолетовой духовной феи, как Ханьли нахмурился и резко остановился. Фиолетовая духовная фея внезапно встревожилась и тоже остановилась. Она с беспокойством спросила, что случилось. Сказав это, она высвободила свое духовное чутье, но ничего не обнаружила. В глазах Ханьли мелькнуло странное выражение, и он сказал: мужчина в черном наткнулся на призрака, и теперь они сражаются. Немного поколебавшись, фиолетовая духовная фея спросила, что мы будем делать. Должны ли мы пойти на помощь, или лучше будет воспользоваться возможностью и проскользнуть мимо них? Ханьли посмотрел на женщину и знал, что она, скорее всего, предпочла второе. Однако это неверным решением. Если бы они не находились посреди призрачного тумана, Ханьли бы сделал то же самое без задней мысли. Но сейчас... Ханьли покачал головой и вздохнул, ускорив шаг в направлении битвы. Когда фиолетовая духовная фея увидела это, она была ошеломлена на мгновение. Немного подумав, она решила последовать за ним. Примерно через 100 метров она услышала звуки взрывов, вызванные магическими техниками, и слабый вой. Голос был похож на женский. Ее голос был приглушен и звучал так, будто она вот-вот надорвется. Это звучало так жутко, что любой, кто его услышал бы, почувствовал бы себя крайне беспокойно. Хотя она едва могла слышать этот голос, она уже была встревожена и хотела убежать. Фиолетовая духовная фея была поражена, почувствовав это, и использовала технику, чтобы стабилизировать свою первородную душу, а затем вытерла пот со лба и подняла голову. Когда она подняла голову, она больше не могла видеть Ханли. Фиолетовая духовная фея поколебалась на мгновение, а затем стиснула зубы и двинулась вперед. Пройдя совсем немного, она увидела силуэт Ханли. Женщина обрадовалась и поспешно подбежала к нему. Но прежде чем она приблизилась к нему, она внезапно услышала громкий призрачный вой, в результате чего она потеряла контроль над собой. Ее конечности стали самопроизвольно двигаться. Лицо женщины побледнело от страха.
Глава 440. Король призраков. Часть 2. Ловушка призрачной души. Фиолетовая духовная фея мгновенно узнала технику, от которой она страдала. Эта магическая техника была врожденной для призраков-демонов высокого ранга и использовалась для атаки более слабых врагов. Врагов с более низким уровнем культивации было легче захватить и заставить их подчиняться их действиям, контролируя кровь. Это выглядело как безумный танец. Что за жуткая техника призраков инь? Сначала, когда она услышала вопль, она решила, что это вопль обычного призрака, и не обратила на это внимания. И жестоко поплатилась за это. Теперь фиолетовая духовная фея чувствовала ужас, поскольку потеряла контроль над своим телом. «Рассейся!» В тот момент она услышала мужской голос. Хотя голос звучал тихо, ее сердце и душа задрожали, в результате чего она невольно упала на землю. Затем она с радостью обнаружила, что она восстановила контроль над своим телом. Она расслабилась и с благодарностью посмотрела туда, где стоял Ханли. «Госпожа фиолетовая духовная фея, используйте свою культивацию, чтобы охранять свое сознание. Если вы будете небрежны, то призрачный вопль тут же воспользуется вашей оплошностью и завладеет вашим телом». Спокойный голос Ханли донесся до ее ушей. Да, фиолетовая духовная покраснела и мягко ответила. Затем она с легким смущением встала с пола и осторожно подошла к Ханли. Когда она подошла к Ханли, она неожиданно обнаружила, что он неподвижно стоял на месте и смотрел вперед. Она последовала за его взглядом и увидела то, в результате чего ее сердце вздрогнуло. Неподалеку от них в призрачном тумане из стороны в сторону метался черный туман. Иногда он вспыхивал красным и зеленым светом, разнося звуки приглушенных взрывов вместе с призрачными воплями, которые будоражили ее. В этом черном тумане культиватор дьявольского да в черном контролировал странный, огненно-красный молот, выпускавшим синее пламя. Это пламя сражалось с призрачной тенью. Призрачная тень была окружена туманом и управляла зеленой жемчужиной размером с большой палец, которая выпускала черную ци. Мужчина в черной одежде был пойман в ловушку в черном ци из зеленой жемчужины и оказался в очень невыгодном положении. Что касается плачущего духовного зверя, который мог победить призраков, он в настоящее время сражался с двумя призрачными силуэтами, покрытыми зеленым мехом. Помимо их заостренных голов и белых пальцев длиной в несколько дюймов, они точно так же, как обычные зеленые меховые цзиньси. В этот самый момент их белые костяные зубы вытолкнули поток зеленого пламени в сторону плачущего духовного зверя. В ответ плачущий духовный зверь вытолкнул из носа поток сверкающего желтого света, который яростно столкнулся с пламенем призраков. После того, как это свечение полностью охватило пламя призраков, оно было поглощено его носом. Казалось, что у плачущего духовного зверя было преимущество. Поскольку свирепые зеленые монстры атаковали его пламенем издалека, и они не смели подойти к нему близко, как будто боялись его сверкающего желтого света. Но на самом деле плачущий духовный зверь не имел никакой возможности помочь мужчине в черном, поскольку был занят этой битвой. Ночные демонические призраки. При виде этих призраков фиолетовая духовная фея тяжело вздохнула. Сердце Ханли вздрогнуло. Не поворачивая головы, он спросил, что. «Вы знаете, что это такое, кажется, да. Хотя я вижу их в первый раз, они выглядят точно так, как в описании. Хотя это очень редкий вид цзиньси, которые могут находиться под солнцем. Неудивительно, что они осмелились сражаться с плачущим духовным зверем. Поскольку у них есть физические тела, они способны подавлять зверя, пока они держатся на расстоянии от его поглощающего света. В конце концов, у плачущего духовного зверя, похоже, не хватает навыков. У него, вероятно, нет ничего, кроме его поглощающего света. Услышав это, лицо Ханли ничуть не изменилось. Он всего лишь глубоко вздохнул про себя. Уровень культивации этой женщины был не очень велик, но знала она намного больше, чем он. Несмотря на то, что он читал много различных древних записей в долине Желтого Клена, тогда у него не было доступа к по-настоящему ценной, секретной информации, поскольку уровень его культивации был очень низким. Когда он прибыл в область моря рассеянных звезд, он купил много записей, но информация не была отфильтрована или организована сектой. Если записи не копировались, то обычно в них отсутствовал большой объем информации. Он даже читать такие не стал. Но в этот решающий момент было ясно, что его собственных знаний недостаточно. Если ему удастся выбрать отсюда живым, то он отправится в секты изысканного звука, чтобы просмотреть их информацию. Вряд ли бы они отказали в этом старейшине собственной секты, не успел Ханли об этом подумать, как внезапно ситуация изменилась. Синее пламя молота культиватора было полностью окутано черной ци зеленой жемчужины призрачной тени.
Видя, что его собственное пламя было потушено, мужчина в черном запаниковал, предчувствуя неизбежное ухудшение ситуации. Он верил, что с помощью плачущего духовного зверя легко сможет преодолеть первое испытание, поэтому отказался объединяться с другими. Однако он никак не ожидал, что столкнется с призраком, который будет обладать такими мощными техниками и высоким уровнем навыков. Хватило всего одной оплошности с его стороны, чтобы отделить его от плачущего духовного зверя, оставив его в опасном положении. К сожалению, помимо создания плачущего духовного зверя и нескольких своеобразных техник, ученики его секты не обладали выдающимися способностями противостоять врагам. Ему ничего не оставалось, кроме как беспомощно наблюдать за мощью своего врага. Как только он подумал, что может умереть здесь, его сердце задрожало, и он запаниковал. В этот момент он заметил Хань Ли, который, казалось, пришел к нему на помощь, чтобы спасти его жизнь. Однако, когда он повернулся в направлении Хань Ли, он невольно сплюнул глоток крови. Когда Хань Ли увидел, что он тоже может попасть в опасную ситуацию, и если вмешается, он передумал помогать и спасать жизнь этого гордого культиватора. Вместо этого он издалека наблюдал за их битвой с равнодушным выражением на лице. Лицо мужчины в черном исказилось от ненависти при виде этого. Вскоре после этого подошла и фиолетовая духовная фея. Когда она увидела, что мужчина в черном горько сражается с демоническим призраком, она была ошеломлена тому, почему Хань Ли не помогает ему. Неужели из-за того, что произошло раньше, он намеренно хотел, чтобы тот умер, поскольку она знала, что Хань Ли был очень дальновидным человеком, это еще более озадачило ее. Поскольку Хань Ли только что спас ей жизнь, ей было совестно подозревать его, однако ей не оставалось ничего другого, кроме как наблюдать за битвой мужчины в черном и призрачной тени. В этот момент мужчина в черном потерпел поражение. Его летающий молот был полностью поглощен черной ци, в результате чего его пламя погасло. Черная призрачная тень завизжала и превратилась в полосу черного света, а затем выстрелила в сердце мужчины в черном. Хотя выражение лица культиватора дьявольского «да» было спрятано под его одеждой, казалось, что он стоит на месте и ждет своей смерти с закрытыми глазами. Человек в черном прекрасно понимал, что, хотя его тело было покрыто защитными магическими техниками, для этого призрака это было все равно, что бумага. Теперь, когда его молот был заблокирован, его оставшуюся защиту было легко сломать. Ему ничего не оставалось, кроме как ждать смерти. В этот критический момент Хань Ли, который безразлично наблюдал со стороны, внезапно сделал свой ход. По взмаху его руки из его тела выстрелило 5 полос тонкого лазурного меча ци, мгновенно попав в черную тень. И если бы черная тень проигнорировала их и сосредоточилась на убийстве мужчины в черном, атака была бы успешной, поскольку у этих мечей была сила, способная уничтожить призрачную тень. Однако черная тень, естественно, не стала действовать таким образом. Ее тело несколько раз размылось, и она вернулась на свое первоначальное место. Она равнодушно уставилась на Хань Ли. При виде этого глаза Хань Ли замерцали странным светом. Взмахнув рукой, она достала маленькую, изысканную сумку для хранения духовных зверей. Но он не стал сразу выпускать зверя. Сначала он выпустил в призрака 10 мечей лазурного цвета. 20 синси отреагировали мгновенно. При виде того, что Хань Ли внезапно напал на них, они превратились в 2 облака дыма и в следующее мгновение оказались рядом с призрачной тенью. Открыв пасти, они злобно оскалили на Хань Ли свои острые клыки. Воспользовавшись перемещением Цзиньси, культиватор в черном снова объединил всю свою магическую силу, чтобы захватить контроль над своим магическим сокровищем. В следующее мгновение он почувствовал неописуемый восторг, когда в его руках снова появился поток красного света. В это мгновение лицо Хань Ли застыло, и он громко закричал: «Осторожно! Есть другие призраки!» Человек в черном был поражен. В тот самый момент почти бесплотный серый силуэт выстрелил с другой стороны призрачного тумана, мгновенно очутившись перед ним. Глаза мужчины в черном наполнились страхом. У него уже не было времени увернуться.